Вот хотела вопрос поднять. Сегодня раскрещивался один, так скажем, как это теперь в России называется, господин или товарищ уже не говорят, наверное, я не знаю. В общем, раскрещивался уже зрелый мужчина, он военный и в воинской части находится, и спрашивал, что делать, если бывает стол накрывается, особенно в таких местах, где, в общем, это такая субкультура, типа, допустим, военной части. И туда ставится алкоголь. Вот что ему делать, чтобы и людей не обидеть, и не пить? Потому что я так понимаю, что он стал на путь эволюции серьезной. Григорий, как не подскажешь, вот что делать в таких ситуациях, как выходить из них и чем опасно, если не выходить из них и действовать по сценарию, который тебе предложили другие? Но поймите, что алкоголь выставляют люди, которые находятся под влиянием демонической системы, на которых на полевом уровне сидят паразиты, которых паразитическая программа в голову была втемяшена. Да. Ваша задача не только выживать самому, не травить себя, но и помогать окружающим, насколько вы можете, чтобы они этим не занимались. Ну, то есть приучать их к противоположному. Да, то есть всем видом, то есть если вы садитесь за стол, где стоит алкоголь, он говорит, что я это не пью, вам не рекомендую, то есть это очень плохо, то есть это вас убивает, этот продукт вас убивает, да, то есть на праздник мы должны усиливать свою энергию, свое здоровье, а не убивать. Поэтому приносите с собой, не знаю, там, морковного сока свежевыжатого, что-то еще, да, и предлагайте выпить это. А в конце концов минеральной воды, натуральных, какой-нибудь там, не знаю, помню, там, боржоми, ессентуки, что-то из этого области. Вот. Вообще, если приходят мероприятия, в которых серьезно распивается алкоголь, на них лучше не присутствовать. Потому что люди развивают демонические проекты, то есть там приходят люди, которые ломают свои оболочки, количество демонических существ на оболочках увеличивается, часть из них будут перепрыгивать на вас, потом их с вас как-то будут чистить, если вы это умеете, это хорошо, если не умеете, это не очень хорошо. Лучше на таких мероприятиях не участвовать. Если вы знаете, что там будет много алкоголя и будет пьянка, лучше ли вы возможностями его избегать. Там будут говорить, почему, скажете, там пьянка, у меня трезвый образ жизни, то есть для меня это очень тяжело. Я так поняла, Григорий, его, что он сам в чине, и это устраивается, так скажем, высшим руководством частенько, такие вещи. Я бы даже организовывал какие-то мероприятия лично, да, предположим, да, и в этих мероприятиях не было бы алкоголя, но была бы хорошая еда какая-то. Такая еда, которая приятно удивит присутствующих, да, там какие-то очень вкусные чаи, какие-то очень вкусные сыроедческие торты, но немножко, может быть, так, очень непростую задачу ставлю, да, предложить им какую-то альтернативу. Конечно, сложно дать альтернативу наркотику, то есть водка, алкоголь – это наркотик. Дать альтернативу наркотику очень сложно. Да, это как вот приложить человеку там, за место бриллиантов какой-то другой камешек, там, полудрагоценный. Всегда он будет выглядеть хуже. Но водка – это, конечно, не бриллиант, нельзя с ним сравнивать. Да. Надо создавать альтернативные какие-то проекты, то есть приглашать их на какие-то альтернативные праздники, где они смогут, например, попить сока натурального, поесть фруктов, там, поесть какие-то торты естественные, натуральные, да, то есть где будет вкусно и интересно и без пьянки. То есть приучать их жить без пьянки. То есть не навязывая, а вот так вот как бы своим хорошим примером, какой-то хорошей едой, которая могла бы вытеснить. Задача людей сейчас вытеснить паразитические виды продуктов и паразитические виды напитков, то есть все, что является паразитическим, вытеснить из жизни. Научиться радоваться без алкоголя, научиться отмечать без убойной пищи там, по возможности. Да? То есть, и к этому надо стараться приучать. То есть, если вы не можете их, например, жестко приучить, да, то есть вы приходите, вам нужно присутствовать в каком-то мероприятии, приносите с собой то, что вы едите, и то, что вы пьете. Скажите, а вообще, она говорит, так, если вы меня уважаете, да, ребята, равные пришли, да, то пусть будут какие-то нормальные продукты, которые могу пить, потому что водка – это отрава, да, то есть, а мясо – это тоже отрава, от нее человек потом болеет. Это известный факт, то есть у него болезнь. Я вот
питаюсь чем-то более естественным, да, вот, вы приготовьте для меня это, я вас с собой принесу. А пусть хозяевам этого застолья будет стыдно. Конечно, вас будет идти наезд, да, а как так, то есть ты с нами ты нас не уважаешь, не хочешь выпить водочки, да, вот съешь кусочек мяска, это полезно. То есть демоническая атака, что очень долго сказать, ребята, ну, мясо оно не полезно, это вранье. А водка вообще убивает все, что можно из человека. То есть убивает в нем и мужчину, убивает в него здоровье, убивает его мозг. Ребята, давайте не будем себя мочить, а если вы еще офицеры, мы офицеры, то есть мы на боевом посту, надо себя держать в форме, а это нас убивает. То есть это делает нас не защитниками, это нас жертвой делает. Только надо говорить так, это как-то вот не так, чтобы до людей дошло. То есть где-то, можно сказать, немножко весело, да, где-то сказать, ну, ребята, блин, мы же, блин, не это самое, звери, не зомби, чтобы пить эти демонические напитки. Блин, а во что мы после водки превращаемся? Да? Мы превращаемся в быдло, а мы же офицеры. То есть, где офицерская честь, где офицерское достоинство? Представьте, что перед боем вы пиваете водки. Да? То есть во время проведения серьезной операции вы будете в состоянии алкогольного опьянения. Ладно еще, если вы тупо бежите с оружием вперед, вам нужно только тупо куда-то стрелять. А если вы принимаете серьезное решение, это надо на людей должен доносить. Доносить так, чтобы вы понимаете, что демоны, которые живут в теле, будут сопротивляться, вплоть до агрессии. Ваша задача научиться этим балансировать. Первое, это вам нужно самим организовать мероприятие, чтобы заранее все знали, да, что это мероприятие будет без жачки, там, мясного, жирного, это будет без водки, без алкоголя. То периодически вы что-то сами приглашаете, и все знают об этом. Человек приходит, он знает, что этого не будет. То есть не будет ничего, никакого алкоголя, никакой мясной жирной жрачки, с собой не приносить. Приходишь, устраиваешь что-то веселое, да, организуешь что-то, чтобы было, кого-то приглашаешь, кто-то, может, он споет, там, кто-то, не знаю, там, сыграет, чтобы было весело и интересно, какую-то тему поднимите интересно, какого-то человека интересного пригласите на застолье, может быть, он не будет там, предположим, офицером среди ваших, да, но человек, который в какой-то области, какой-то ученый, который что-то интересное расскажет, да. То есть вы организуете мероприятие, в котором обходится без паразитических форм еды, без паразитических напитков. То есть это не просто, это война. Война с политической системой. Вот военный думает, что война только тогда, когда противник вас атакует. Ничего подобного. Война это тогда, когда вам подсовывают отравленную еду. Неестественно, когда неестественный напиток. Это тоже война. Только вам подходит с тыла, чтобы вас отравить. Вас и ваших соратников. Через ваших соратников к вам подходит, чтобы вас отравить, спалить. Тоже война. И настоящий военный, да, то есть настоящий воин, он должен понимать, что война, то есть надо защищать не только фланг, надо еще и тылы защищать, да, нужно защищать периметр. Если вы пьете водку, то что там защищать? Вы позволяете зайти с тыла. Вас спереди не поимеешь, но сзади вас нормально. Непростая задача. Вот. Самое простое, что можно делать, всех включать, что я не питаюсь никакими неестественными продуктами, я трезвый образ жизни, что я вас уважаю, поэтому я за вас выпью минералки. Вот за ваше здоровье. А минералка, она, как известно, нам здоровью помогает, там, или сок, известно, здоровью помогает. Вот водка здоровью не помогает, и все знают. Водка, она здоровье гробит, начиная от печени, заканчивая мозгом. Вот за здоровье выпью продукт здоровья, и вам рекомендую. Это моя позиция, да. Буду жить долго, счастливо, буду хорошим офицером. Для этого вот я питаюсь как настоящий офицер, а не как алкаш. Потому что, конечно, водка, это, если вам нравится пить водку, вы алкоголик. Есть алкоголик в запущенной форме, есть алкоголик в мягкой форме. То есть это по чуть-чуть надо до людей доносить. Чтобы давать какие-то конкретные вещи, надо знать, в какую вы среду входите. Самое простое – переносите с собой еду и приучайте всех тех, что вы так питаетесь. Организуйте мероприятия, как я уже сказал, подобные, приучайте их людей. Будет непросто. Благодарю, Григорий. Такая речь была пламенная. Я даже растрогалась. Давно от тебя не слышала. Я сам, потому что вот был в коллективе, где люди активно пили водочку. То есть там не принести водочку, люди обижаются. Да? То есть сейчас я готов к этой операции. А сколько там, 15-20 лет назад я для этого был не готов. Там, отмечать день рождения без водки, люди бы обиделись. Ну а как ты выкручивался? Ты же не пил тогда, я точно знаю. Не пил, но при не принести водки, люди обижаются. Был один случай, когда я на 15 человек принес литр водки. Никто ничего говорить не стал, но было видно, что люди хотят еще поддать. Да, то есть была одна такая маленькая, может быть, маленькая у меня победа в свое время, но это был коллектив пьющий. То есть с этим сложно. Сейчас я бы другим способом
поступал бы, я бы заранее говорил бы, что вот, ребята, у меня безалкогольно. Вот сейчас бы я принес бы, я бы потратил те деньги, которые шут на водку, потратил бы на какие-то дорогие соки. То есть были бы свежевыжатые хорошие соки какие-то, была хорошая какая-нибудь минералка, там, вплоть до какой-нибудь там французской дорогой воды. То есть все. Отметили с хорошей едой. Те деньги, которые тратятся на, может быть, дорогой алкоголь, были потрачены на хорошую еду. Как известно, что на подобных праздниках хорошей еды мало обычно. Да, люди тратят в основном на алкоголь, он самый дорогой.